Та-да-да-да. Так, вот сейчас надо быть прям наготове. Вот тут самое опасное место. Так, раз. 68%. Юху! Ну что же, всем привет, с вами Егор, и вы на канале Tenshel. Рад вас, как говорится, видеть на своем канале. Сегодня, как говорится, я снова продолжаю играть в нашу любимую игрушку Geometry Dash. Ну что же, сегодняшняя серия будет по двум старым ностальгическим демонам. Эти два демона называются, первый из них называется демон Crescendo, а второй демон называется Xstep F2. Так что сегодняшняя серия будет по двум старым ностальгическим демонам. Так что сегодня я их, как говорится, попробую быстро и успешно пройти. Думаю, долгое прохождение их не займет целую серию. Так долго, можно сказать. Так что постараюсь пройти эти два демона быстро, легко и успешно. Но перед началом этого видео, как говорится, не забудьте подписаться на канал, нажать колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, комментируйте, рассказывайте своим друзьям. И ссылка на плейлист со всеми прошлыми сериями по Geometry Dash в описании под видео. Переходите и смотрите. Но я, как говорится, перехожу, конечно же, к нашим двум демонам на сегодня, которые буду проходить. И самый первый демон, который буду сегодня проходить в этой серии, демон называется Crescendo. By Elon Musk. Ой, в смысле, by Mask 463. Обычный демон, ничего сложного, длится он достаточно быстро, и по сложности он намного легче, чем второй демон, который буду сегодня проходить, это Xstep F2. Тот демон длится намного дольше и чуть-чуть сложнее, чем вот этот демон. Поэтому я начну именно с вот этого демона под названием Crescendo. Практика составляет всего лишь 93 попытки. Ну что же, погнали. Crescendo by Mask 463. Все, let's go. Попытаюсь пройти его, как говорится, с первых попыток. Так, первая попытка прошла, это 1%, но это ерунда. Так, ну что же, вот и начался наш демон. Демон выглядит достаточно в старом стиле, потому что демон сам по себе уже вышел достаточно давно. Поэтому он уже был сделан давно, еще в прошлых версиях, очень давно. И поэтому все выглядит как обычно. Ну что же, первые проценты я уже поставил. Это за вторую попытку я поставил 27%. Вот этот момент, который я сейчас проходил, он не очень мне понравился, потому что нужно успеть корабликом вверх залететь и попасть в портал, чтобы, как говорится, не разбиться. Сейчас попробую дойти до туда с третьей попытки. Отлично. Так, вот этот момент тоже мне не понравился. 32%. Вот этот момент мне тоже не очень понравился, потому что когда там нам нужно прям резко попасть в тайминг. А бывают такие тайминги, которые я не очень люблю. Но что поделать. Если есть тайминг, значит нужно пройти этот тайминг. Так, сейчас снова дойдем до туда. Так, все, зажали, отлично. Так, два орба. Здесь нужно прыгать чуть-чуть пораньше. Точнее, чуть-чуть попозже, чтобы не разбиться. Так, здесь у нас уже шарик погнал. Здесь тоже такое заморачивающее место, где нужно прям вовремя все пройти, пролететь и, самое главное, не разбиться. Так, все, началась уже тарелочка, но тарелочка несложная. Так, самое главное успеть во все моменты, во все тайминги прям попасть вовремя. Уже почти 100%, но еще не 100%. Так, сейчас будет опасненький момент немножечко. Так, раз, два. Так, сюда, так, 92%. Вот про этот момент как раз я и говорил, сдох прям почти на самом финише. Там надо было чуть-чуть пораньше нажать, и вот тогда бы я смог пройти вот этот дурацкий орб. Но не получилось. Ладно, сейчас попробую еще с этой попытки, и вот тогда точно надо добить этот демон до 100%. Помню, когда я первый раз его практиковал, он был таким сложным для меня. А сейчас вообще ничего себя не представляет. Так что вот этот легкий демон сейчас быстренько добьем и переступим к следующему демону.
Блин. Не люблю проигрывать. Есть, хорош. Победа. Ух, ну наконец-то. 18 попыток. Успешно. Ну что же, вот и демон пройден и побежден успешно. Всего за 18 попыток и за 8 минут 43 секунды. Ну что же, вот и демон Крещендо успешно пройден. Всего за 111 попыток. Демон никакой сложности не составил, но только, правда, на 50% там немножко я так немножко путался, там было просто не такое непонятное место. Ну ладно, это все легкотня, и это ерунда. Ну что же, демон успешно пройден. Конечно же, лайк обязательно. Все. Демон. Сегодня под названием Крещендо. На сегодняшнюю серию первый демон пройден. Ну что же, все, теперь переходим ко второму демону на сегодня. Он намного сложнее и длиннее, чем Крещендо. И этот демон у нас называется Xtep F2 by Neptunel. Тоже изи демон, практика составляет намного меньше, чем в том первом демоне, который я сейчас недавно прошел. Всего лишь 50 попыток. Что я могу сказать об этом демоне? Демон длится, ну так, достаточно долго. Ну, не достаточно долго, а так, по-среднему. А по сложности намного сложнее, чем Крещендо. Но я думаю, меня это не остановит, как говорится. Постараюсь тоже его, как говорится, намного так же быстрее и успешнее его пройти. Так что, надеюсь, все получится. Но есть пару моментов непонятных, запутывающих, особенно где 60-е, 70-е проценты. Вот там вообще можно прям конкретно запутаться. Но я постараюсь не запутаться и успешно пройти. Ну что ж, погнали. Так, ну что же, вот и встречает наш демон, Xtep F2. Сам по себе демон тоже выглядит в старом стиле. Тоже был построен этот уровень достаточно давно, еще в прошлых версиях. Напоминает это как обычный Xtep, но для меня раньше обычный Xtep казался просто вообще каким-то суперсложным уровнем, а сейчас просто вообще как семечки щелкаются. А это, я так понял, тоже Xtep обычный, но только в несколько раз сложнее. Так, вот кораблик уже начался вот такой вот нелегкий, можно сказать. С такими вот шипиками и 45%. Ну что же, за первую попытку уже поставлено успешно 45%. Еще чуть-чуть и было бы почти 50%. Так, у нас погнал тут вот такой вот шар с таймингами. В этом уровне достаточно много разных таймингов, где нужно прям вовремя успеть попадать. Также кораблик нелегкий. Вот. А также много запутывающих и других разных мест, где тоже можно, как говорится, прям легко проиграть. Особенно на 60%. Там прям нелегко так. Я долго практиковал, но... Ну, не прям так долго, но... Получилось у меня достаточно быстро натренировать и пройти то место. Так, все. Все, началось то самое место. Опасное, прям вот такое вот. Так, тайминги, шипы. Так, вот сейчас надо быть прям наготове. Вот тут самое опасное место. Так, раз. 68%. Ну что ж, за вторую попытку я уже поставил почти 70%. Вот на этом моменте я проигрывал много раз. Походу я нажал слишком поздно. Или наоборот рано, из-за этого я проиграл. Ну ладно, думаю, с третьей попытки уже должно получиться. Там всего лишь легкий шар, а потом кораблик. И все, больше ничего. Там будет уже победа и финиш на все 100%. Вот помню, как когда-то первый демон свой проходил, он оказался для меня самым сложным. Ну, первый демон кажется всегда для всех сложным. А вот со временем, если стараешься больше и больше проходить разные демоны с каждым разом, все сложнее и сложнее, то и скилл, как говорится, растет намного быстрее. Вот я заметил, что я стал проходить демоны прям так частенько уже, и у меня стал скилл в это более так лучше набираться. То, что я демона уже стал проходить достаточно быстро, считай, за считанные попытки. Так что вот так вот. Так, все, у нас тут шар начался финальный почти. А после шарика будет кораблик. Так, раз, два.
такие вот такие вот опасные тайминги. Так, все, кораблик финальный. Вот здесь надо прям молчать. Так, давай, хорош. Молодчина, молодец. Все. Этот демон намного сложнее и дольше, но я прошел его быстрее, чем Крещендо. И этот демон я прошел всего за 3 попытки и за 3 минуты 3 секунды. И всего 199 прыжков. Отлично. Ну что же, вот и Xstep F2 пройден. Даже намного быстрее, чем демон Крещендо, хотя демон Крещендо намного легче, чем Xstep F2. Но оказывается, наверное, у меня происходит так, то что демоны, которые более сложнее, я прохожу быстрее, а вот те демоны, которые легче, я прохожу, наоборот, дольше. Или просто так случайно получилось. Я даже не знаю, как это объяснить. Обязательно лайк и рейд демон. И демон пройден у меня всего лишь за 53 попытки. Отлично. Так, выполнил я тут еще 2 задания и заработал 30 кристаллов. Неплохо. Так, ну что же, как говорится, вот и на эту серию 2 сегодняшних демона я прошел. Прошел я их достаточно быстро и успешно. Я просто сам в шоке. Я стал замечать то, что скилл у меня стал намного сильнее. Каждый раз стал скилл намного быстрее расти. И вот эти вот демоны, можно сказать, они для меня стали совсем легкими, можно сказать. Вот, как говорится, надо повышать планку уже переходить на медиум демоны и проходить уже новые сложные демоны. И, как говорится, надо будет обязательно себе уже скоро подобрать новый хардест и, как говорится, пройти его. Ну что же, вот такая вот получилась серия, где я прошел 2, можно сказать, легких и старых изи демона. Демон Крещендо и Xstep F2. Демоны были сегодня успешно пройдены за малое количество попыток. Так что вот такая вот получилась серия, ребята, как говорится. Не забудьте подписаться на канал, нажать колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Также ставьте лайки, комментируйте, рассказывайте своим друзьям. Ну а с вами был Егор, и вы были на канале Tenshell. Рад вас был, как говорится, видеть на своем канале. Всем пока-пока и увидимся в новых будущих видео.